Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Без топлива в разгар кризиса Европа расплачивается за беспечность своих элит. Цены на европейских автозаправках показали рекордный рост с 2022 года. Европа вступила в весну 2026 года с минимальными за 5 лет запасами топлива, проигнорировав очевидную угрозу с Ближнего Востока. Пока США, Китай и Россия наполняли хранилища, Брюссель уповал на рынок и теперь столкнулся с ростом цен и риском физического дефицита. Насколько хватит запасов и не столкнется ли Европа с топливом по талонам? Александр, вам слово. Ну, давайте мы начнем вот с чего. Я бы так не пенял европейским элитам за то, что они не наполняли какие-то там хранилища. Ну, во-первых, нужно иметь хранилище, чтобы их наполнять. Во-вторых, если мы говорим про нефтяные хранилища, то Россия в этом списке напрасно находится. У нас нефтяных хранилищ, по крайней мере, такого государственного стратегического масштаба просто нету. Речь о том, что они нужны, периодически поднимается, разговоры об этом ведутся, но разговоры ведутся в периоды кризисов, а до теоретически возможной реализации доходят в периоды, ну, знаете, такого успокоения рынка, и все начинают говорить, а зачем нам это надо? Вот, это же платить за это же где-то размещать. Ну, у нас есть отдельные проекты коммерческого характера, которые наши крупнейшие нефтяные компании реализуют, но это не меняет общей картины. Кроме того, ну, нам в текущей ситуации, как таковые хранилища нефти, вот в текущей ситуации, именно в текущей ситуации, не вообще, а вот сейчас, не столь нужны, как Китаю, Штатам, Европе, ну, просто потому, что мы являемся нетто-экспортером нефти, мы ее производим существенно больше, чем потребляем. Вот. Потребляем мы нефти в среднем около 4 миллионов баррелей в сутки, ну, а добываем с учетом газового конденсата ну, примерно 10,5 миллионов баррелей в сутки. Вот. Далее, если мы посмотрим на крупнейшие запасы, которые есть на данный момент, то самые крупные запасы и в потенциальном, и в физическом выражении у Китая, по тем данным, которые публикует Управление энергетической информации Соединенных Штатов Америки, у Китая где-то 1300 миллионов баррелей накоплено, даже почти 1400, так если округлить, 1400 миллионов баррелей. Для сравнения, у Соединенных Штатов само Управление энергетической информации пишет про 413 миллионов баррелей. Вот сравните. 1400 у Китая, 413 у США. Ну, разница примерно в 1000 миллионов баррелей, в миллиард баррелей разница. Так вот, пишут про 413, на самом деле сейчас меньше, сейчас уже около 400, потому что из этих запасов нефть извлекается и отправляется на рынок. На третьем месте у нас находится Япония, 263 миллиона баррелей. И если мы говорим про Европу, притом Европу, относящуюся к ОЭСР, это далеко не вся Европа, то там 179 миллионов баррелей. Ну, дальше у нас идут Саудовская Аравия, Южная Корея, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Индия, у которых менее 100 миллионов баррелей, и у той же самой Индии, которая список замыкает, 21 миллион баррелей накоплено. То есть, если мы берем Китай и всех остальных, то вот у всех остальных нефти накоплено меньше, чем у одного Китая. При том, что Китай является лишь вторым по величине потребителем нефти на планете Земля. С другой стороны, Китай, в отличие от Штатов, ну, Китай не добывает столько же нефти, сколько Штаты. Потребляет близко к тому, то есть Китай сейчас потребляет где-то 17 миллионов баррелей в сутки, Штаты потребляют около 20 миллионов баррелей в сутки, но если мы берем только сырую нефть, без учета прочих жидких углеводородов, то Штаты добывают 13,6 миллиона баррелей в сутки. Китай добывает где-то, ну, 4,5. То есть Китай в этом плане как бы меньше защищен, но с другой стороны, стратегических запасов у него больше. Ну вот, у Европы стратегические запасы есть. Европа потребляет, так, если очень огрубить, наверное, где-то 13 миллионов баррелей в сутки. Это вот большая Европа, где-то без учета России, понятное дело, порядка 13 миллионов баррелей в сутки она потребляет. И с одной стороны, это немало,
А с другой стороны, накопление нефти во многом упирается в наличие хранилищ, во-первых. Во-вторых, оно упирается, а кто будет платить? Просто если бы все перед кризисом на Ближнем Востоке кинулись наполнять хранилища, ну, по тем ценам, то тех цен сразу бы не стало. Во-первых, все бы увидели, ого, ажиотажный спрос. Вы с какой динамикой бы наполняли свои хранилища? Вы с какой динамикой закупали бы нефть? По 500 000 баррелей в сутки, по 1 000 000 баррелей в сутки. Но если вы, каждый из вас по 1 000 000 баррелей в сутки, вот Штаты, Европа, Китай, допустим, покупает по 1 000 000 баррелей в сутки, закачивает в подземные хранилища, прошу прощения, в свои хранилища, то это уже дополнительно 3 миллиона баррелей в сутки спроса. Понятно, что это, ну, как бы с потолка взятый объем. Ну, хорошо, не 3 миллиона, 1,5 миллиона баррелей. Вот на всех. 1,5 миллиона это все равно очень много. Это дополнительный спрос, который бы давил на текущие цены, и пришлось бы покупать нефть дороже. То есть, так или иначе, вы не могли себе, вы должны были сделать выбор между пропетляем и переплатим. Переплатим сейчас, и вам уже дадут по шапке. А пропетляем, ну, если не пропетляем, то не вы виноваты. Вы не обязаны заполнять эти хранилища. Если вдруг что-то случается, то не вы, как чиновник, виноваты. Это кто-то посторонний виноват. А вот если придется переплачивать, то это вы виноваты. Какой выбор надо сделать? Выбор очевиден. В пользу пропетляем. То есть логика довольно простая, и никаких страшных каких-то соображений за этим нет. Соединенные Штаты, например, почему до сих пор не восполнили запасы? При том, что скорость восполнения запасов при Трампе упала относительно скорости восполнения запасов при Байдене. Да, понятно, при Байдене и распродажа была, вот, но почему Трамп не максимизировал закупки? Ну, потому что максимизация закупок привела бы к тому, что цены начали бы расти. А Трамп шел, ого, тебе простой американец, дешевый бензин, дешевое топливо. А если цены вырастут, то все, это уже не дешевое топливо, это цены растут. Кто виноват? Ты виноват. И пока ты можешь говорить, ой, Байден дурак, распродал стратегические запасы, а я умный, я, во-первых, восполняю не очень быстро, чтобы рынок вот не начал реагировать высокими ценами. И тебе, простой американец, я обеспечиваю дешевое топливо. Вот пока ты это можешь говорить, ты не будешь максимизировать закупки для стратегических резервов. Опять же, что мешало Штатам 200 миллионов баррелей восполнить? При Трампе. Хорошо, не 200, хотя бы 100-150 миллионов баррелей. Да никто не мешал. Но просто это дополнительное давление на рынок, которое неизбежно привело бы к резкому росту цен. И опять же, выбирая между резким ростом цен сейчас из-за тебя персонально и резким ростом цен в будущем, если будет кризис на Ближнем Востоке, а то, может, не будет, а может, Тегеран за 3 дня, а может, там Ормузский пролив не перекроет. Вот выбор очевиден. Лучше рискнуть. Ну и тем более, вы рискнули, и чего? Тебя же не упрекают в том, что ты не заполнял вот эти самые стратегические резервы. Никто не упрекает. Ну, в смысле, Трампа никто не упрекает. В высоких ценах, да, упрекают. Но это другое дело. А так бы высокие цены были весь этот период. Ну и кому бы от этого было лучше? Ну, очевидно, не Трампу. Так вот, возвращаясь в Европу. Европа в данном случае крайне неоднородна. Если мы посмотрим на цены внутри Европы, то мы увидим довольно существенную дифференциацию. То есть у кого-то, скажем, 95-й бензин стоит 1,5 евро за литр, примерно, я несколько округляю. У кого-то 2,20 за литр, а 70 центов это, ну, довольно существенная разница. То есть для понимания масштабов, если говорить в евро, то, ну, вот 70 центов это сопоставимо с ценой в России. Вот разница между разными странами Европейского Союза. Будем завершать следующим соображением. Чем дольше длится блокада Ормузского пролива, тем острее дефицит. По сути, мы можем сейчас уже ожидать дефицита, ну, на уровне 10 миллионов баррелей в сутки. Отчасти этот дефицит парируется извлечением нефти из хранилищ тех самых и продажей этой нефти на рынке. За счет чего, кстати, те же Штаты демонстрируют рост экспорта. А то, смотрите, Штаты увеличили экспорт до рекордных объемов. Ну, правда, он все еще ниже импорта сырой нефти, но это уже никому не интересно.
Вот, видите, они увеличили. При этом добыча у них сократилась относительно начала текущего года. А как они увеличили экспорт? Они стали извлекать нефть из стратегических своих запасов. Как интересно. Какое совпадение? Начали извлекать, и увеличился экспорт. Наверное, просто так совпало. Никак это не связано одно с другим. Так вот, извлекается часть нефти, продается на мировом рынке, это отчасти парирует возникающий дефицит. Отчасти. Где-то дефицит уже имеется, он прям физически выраженный. Где-то будет точечный дефицит, потому что неравномерность вот этих самых стран Европейского Союза. Кстати, цена моторного топлива в каждой из этих стран во многом зависит от налоговых режимов. То есть это не потому, что они у американцев покупают, у русских покупают, у норвежцев покупают. Кстати, посмотрите, какие цены в Норвегии, ужаснетесь. Нет, проблема высоких цен – это проблема налогов. Чем выше налоги на литр топлива, ну или на тонну топлива, тем цены выше в рознице. Но кроме этого обстоятельства на цену начнет давить. И вот этот переток, этот ажиотажный спрос, который неизбежно будет возникать за счет вот этих колебаний, перетоков между странами Европейского Союза с более низкими ценами в страны с более высокими ценами. А это означает, что если мы смотрим на регион вообще, то он может даже справиться с дефицитом, справляться с дефицитом какое-то время, в том числе за счет каких-то запасов, которые дополнительно вбрасывает на рынок. Но, учитывая, что цены у всех поднялись, у кого-то поднялись больше, чем у других, то к тем, у кого цены поднялись меньше, и традиционно в среднем меньше, кстати, в Венгрии и в Словакии не самые низкие цены, даже сейчас в Европейском Союзе, но это так, опять же, к слову, чтобы... Мне кажется, это полезная информация, чтобы не очаровывались. Они у нас покупают, у них такие низкие цены, а налоги у них вообще никак не играют. Играют роль определенную. Так вот, перетоки будут происходить в странах Европейского Союза. Будет ажиотажный спрос где-то возникать. И значит, даже если в среднем вам нефти будет хватать, и нефтепродуктов в среднем будет хватать, или будут какие-то дефициты, но не очень страшные, так в среднем, то локально у вас может физически просто все топливо кончаться. Потому что сегодня приехали на эту заправку какие-то ушлые ребята с канистрами и с баками дополнительными. Бык-бык-бык, и уехали к себе в соседнюю страну, где на 50 евроцентов за литр можно дороже это топливо продать. Его там еще не хватает, так, в среднем. Поэтому они такие: ребят, можете, конечно, по 2,20 купить, но поискать еще надо. А можете у нас по 2,30 купить. А вот топливо, вот, пожалуйста, вот берем, покупаем. Вот. Эти люди будут создавать этот ажиотажный спрос, и на некоторых заправках просто будут возникать временные разрывы. То есть топливо в среднем есть, а на заправке нет. Почему? Потому что ажиотажный спрос за счет внутреннего и внешнего потребителей вымыл топливо на этой заправке. И вместо средних показателей пролива, как это говорится, через одну заправку, у вас этот получается X2, X3. То есть, но так как никто не ускоряет, знаете, оборот топлива, из серии давайте быстрее, ребят, к этому нельзя подготовиться адекватно, то получается, что у вас вместо 24 часов доступности топлива, топливо будет доступно 12 часов, а то и 8 часов. И пока вы поедете за новым топливом, к вам будут приезжать, ужасаться, что: господи, топлива нет, едем на ближайшую заправку с канистрами, с баками, с бутылками. Не делайте так, в бутылки стеклянные, только в специальные емкости можно наливать топливо, во всякие посторонние нельзя, иначе искра и будет ой-ой-ой. Вот, а давайте поедем. И хопа, это уже превращается в панику. А вот эти потолки цен, которые в некоторых странах Европейского Союза установлены, будут только ухудшать ситуацию. Потому что закупочная цена на заводе для владельца вот этой заправки может оказаться выше того потолка, который ему установлен. И эта ситуация будет обостряться по мере нарастания кризиса. Опять же, если завтра, послезавтра не начнут танкеры идти в сторону Европы и Азии через Ормузский пролив. На этом все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на наш канал в Макс, ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и также дальше вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч.